Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Как высшие силы отомстили за вас обидчикам вашим. Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Так мне показано, что многие из вас круто изменили свою жизнь. У каждого это будут свои сроки, у кого-то это было недавно, у кого-то уже давненько. Знаете, как будто вы поменяли вообще не просто место жительства, а куда-то уехали, переехали, да? Причем, когда вы переехали, вам было до того хреновезно, вот было плохо. Это проигрывается, знаете, вот проблема семейного характера. Это, скорее всего, проиграется вот развод с женщиной. Не будем мы дальше больше бередить душу, да? Но я думаю, у многих это проиграется. Хотя я вам скажу, что то, что вы ушли, да, вот то, что вы поменяли кардинально свою жизнь в определенное время, это только вам в плюс. Вы это поймете, я думаю, кто-то уже, может быть, понял, да, что все, что не делается к лучшему, и вообще жизнь начнет налаживаться. То есть о чем это говорит? Что если бы вы не поменяли кардинально свою жизнь, а продолжили жить в таких вот, ну, я бы сказала, невыносимых, да, вот каких-то отношениях, токсичных отношениях, ничего бы хорошего не вышло. А вот когда вы изменили круто свою жизнь, вы ушли, да, вы пострадали какой-то период, но потом многие из вас, знаете, как будто вот, ну как это назвать, как будто такая сумасшедшая мотивация пошла со временем, да? Многие из вас поднялись и по финансам, по работе, да, вот у вас как будто открылось со временем второе дыхание, что жизнь продолжается, да, что никто умирать не собирается, что это не последняя женщина в мире и так далее. Хотя, да, повторюсь, было очень тяжело. Многие из вас, может быть, даже поменяли либо же работу, либо же, может быть, даже приобрели еще одно образование, да, то есть могло проиграться, что вот вы именно для, кто-то для своего удовольствия пошел заниматься там, либо же второй какой-то профессии, кто-то курсы, может быть, закончил. Но знаете, такое ощущение, что вот ваш разрыв женщины, это был такой огромный стимул вам развиваться и двигаться дальше. Напишите в комментариях, ребят, у кого резонирует, да, вот у кого была ситуация, что реально вы поняли, что развод это только к лучшему, потому что вы бы просто зачахли, вы бы себя загубили, если бы остались жить в тех отношениях. Это если коротко. Но тем не менее, вы абсолютно не теряете надежды на то, что в вашей жизни появится настоящая женщина. У кого-то из вас проиграется, что в принципе уже вы познакомились, вы уже начали встречаться, либо же жить с новой женщиной. Я вам скажу, что вы себя довольно неплохо чувствуете, да, вот те, кто начал новые отношения. Вы человек, который ну, довольно умелый, вы много чего знаете, вы много чего умеете, вы довольно неплохой оратор, вы, в принципе, вы довольно хорошо умеете манипулировать. Но вы прибегаете к таким вот манипуляциям только в крайних случаях, да, вы не любите вот эти все техники НЛП, так сказать, да, кто знает, кто не знает, это те же самые манипуляции. Но иногда приходится, это если очень уж вам сильно нужно, да. А так, в принципе, вы такой человек прямой, вы человек простой. И не любите плести разные вот интриги, вот эти вот все штучки, которые любят женщины. Правда ведь? Так, еще что мне... Вы потрясающий отец, у кого есть дети. Вы до сих пор вот как-то, даже вот разойдясь, вы пытаетесь поддерживать связь с детьми. Но опять же проигрывается, что не у всех получается. Да? Здесь либо же женщина противится вашим встречам, либо как-то ограничивает, может быть, даже настраивает детей, особенно если дети уже, ну так, подростки, может быть, более-менее взрослые.
но вы не теряете надежды. Вы и денежкой помогаете, вы пытаетесь, вот, ну, как можете, да, вот хоть на расстоянии, хоть во время этих редких таких встреч, вы все-таки пытаетесь воспитывать своих детенышей. У кого-то из вас проиграется, что есть склонность к каким-то вот творческим таким вот, ну, наукам, да, что ли. Это может быть хобби, там, рисование, может быть, лепка, ну, то есть музыка, все, что относится к творчеству. Но не всегда у вас, правда, есть время заниматься этим творчеством, но, в принципе, вы бы не отказались, да, вот иногда такой отдушиной позаниматься. Просто у кого-то из вас может проиграться довольно плотный график работы, поэтому вот на эти все хобби уже очень мало времени, к сожалению, остается. Мальчишки, еще скажу тоже такую не очень приятную вещь, да, что на ком-то из вас однозначно есть магия, магическое воздействие у нас падает. Потому, кстати, это касается вот именно личной жизни, я бы сказала, что подумайте, кто из вас длительный период не может устроить личную жизнь, либо же очень быстро распадаются все ваши отношения. Здесь дело в магии. Поэтому захотите, пишите на диагностику негатива, пожалуйста, почистимся, сделаем защиту и будет вам счастье. Итак, давайте-ка смотреть, как же высшие силы отомстили за вас вашим обидчикам. И вообще, отомстили они или нет. Отомстили ли, да? Так, значит так, что у нас, мальчишки, здесь выпадает? Смотрите. В общем-то, вы такой человек, что если захотите, вы сами можете всех своих обидчиков наказать. Кто-то из вас может, вплоть до того, даже доходило, что и руками, кулаками могли помахать. Такое тоже было в вашей жизни. Особенно более горячие вы были по молодости. Но я вам скажу, что высшие силы тоже не дремлют. Они прекрасно все видят, что происходит в вашей жизни, кто вас обижает, да. И даже вот у кого из вас проиграется, что вы, может быть, либо это по работе, как-то вот с финансами, может быть, связано, были какие-то конфликтные ситуации, эти люди, вот с которыми вы конфликтовали, они были наказаны. Как? То есть у человека, у кого-то начиналась проблема в бизнесе, у кого-то из ваших обидчиков, вот именно вот с которыми вы конфликтовали, начинались проблемы по здоровью, проблемы с деньгами. То есть вот именно те, кто перешел вам дорогу в сфере работы, бизнеса, финансов, здесь люди вплоть до того, что некоторые ну просто обанкротились. Причем люди, которые довольно неплохо до этого стояли на ногах. Вы можете прописать, мне очень интересно, если у кого-то это срезонирует, да, то есть, ну вот, к примеру, человек имеет успешный бизнес, да, но после того, вот как вы поругались, как он, может быть, не очень хорошо поступил с вами, через какое-то время все, его империя такая, да, вот, рушится. Это я так к примеру привела, чтобы было понятно. Вас вообще нельзя обижать, у вас очень хорошие ангелы-хранители. Помимо того, что вы сами себя можете защищать даже энергетически, я, может быть, для кого-то это сейчас секрет большой открою, но я думаю, некоторые из вас уже знают, что, во-первых, среди вас и есть люди, которые владеют точно так же магией, но по какой-то причине вы ее особо не развиваете. Вы даже некоторые можете вот подумать о чем-то, да, особенно в порыве злости, вот что-то, может быть, пожелать именно на эмоциях человеку, это сбывается. Вы человек, который много чего может, много чего умеет, но вы это не афишируете. Среди вас есть такие, которые, в принципе, немножко балуются магией, у которых это довольно неплохо получается. И есть такие, кто делал тоже какие-то то ли ритуалы, заговоры, ну что-то такое вы делали на своих обидчиков. У каждого они свои, мы не будем сейчас вникать, да, это у нас общий расклад. Поэтому вы можете и сами себя многие защитить, плюс у вас хорошие защитники, это ваши предки. Это ваши умершие родственники, особенно я бы отметила, ну, это скорее мужчина по крови, да, это может быть отец, брат, там, я не знаю, дядя, может быть.
человек, с которым вы были даже при жизни очень тесно связаны, который вас много чему научил, но, в общем-то, даже имел очень такой, ну, строгий, властный, может быть, характер. При жизни вы могли даже его немножечко побаиваться, этого своего такого вот родственника, именно близкого родственника. Еще кого наказали, либо не наказали, да? Так, это у нас закрытая карта. Видите, пытаются закрыться кто-то из вас. Это женщина. Она наказана. Это женщина, которую вы когда-то любили, с которой у вас были отношения, либо семья, которую вы кружили до такой степени, что многие из вас готовы до сих пор кружить, да, только бы вернуть это все назад. Но вы понимаете, что назад это уже не вернется. Человечек наказан личной жизнью, то есть женщина ваша, да, у нее проблемы в личной жизни, она не может устроить, да, вот ни семью себе, она не может устроить даже нормальные себе отношения. Такое ощущение, что ее мужчины, которые вот у нее были в жизни и будут, они будут ее просто использовать. Она это начинает понимать, да, она начинает понимать, что она никому не нужна, что ее мужчины только пользуют, ее поматросили и бросили, а она-то ведь думала, что она золотые горы будет иметь. Не тут-то было. Это стопроцентный бумеранг, это бумеранг, ответочка и наказание за вас. Причем я вам скажу, что у кого-то из вас может проиграться, что эта ваша бывшая зазноба может еще пожаловать. Опять-таки рассказать какие-то сказки вам, да, как она там любит вас, как она не может жить без вас, как она поняла, что вы лучший мужчина на земле и так далее. Не ведитесь на эти сказки, просто ей очень и очень хреновенько. Просто она чувствует себя одиноко. Она чувствует себя ненужной, и ей хочется вернуть тот статус, ту ситуацию, которая была у вас, да, по крайней мере, она так считает, что она думает, вот если бы у вас все вернулось назад, вот если бы вы ее простили, вы снова так же ее кружили бы. Ну, она очень глубоко ошибается, конечно. Во-первых, я думаю, многие из вас не простят свою бывшую, многие из вас хотят забыть ее как кошмарный сон, и многие из вас, естественно, не собираются ее кружить. Я бы даже сказала, что кто-то из вас даже хочет ее заблокировать, либо же уже заблокировал, чтобы просто уже не надоедало. Я вам скажу, что у вас даже в жизни бывали такие ситуации, может быть, даже вы в курсе были, что опять-таки ваши обидчики, вот с кем вы, может быть, поругались, поссорились, это может быть любая ситуация, по работе, по соседству, где угодно. Люди травмировались после этого. Ну, вот такое вот наказание, знаете, это, ну, реально, это наказание вот как высших сил. Вот кто вас обижает, вы уже это, в принципе, многие знаете, что вас обижать нельзя. Вообще никому нельзя обижать, потому что, ну, реально начинают происходить какие-то чудеса. Люди начинают ломать руки, ноги, да, у людей травма какая-то, люди, может быть, там попадают в больницу, там заболевают. Ну, то есть реально что-то такое происходит. И вы даже периодически, бывает, знаете, пытаетесь как-то сдерживать свой гнев, вы осознанно, бывает, начинаете себя сдерживать, чтобы не наговорить лишнего, потому что вы понимаете, что, ну, это чревато последствиями. Даже у кого-то проиграется, что люди из вашего окружения тоже заметили, что вот вас обижать нельзя. Есть какие-то реально у вас способности, которые, ну, не дают вас обидеть. По крайней мере, если кто-то посмеет на вас посягнуть, хоть словом, хоть делом, да, все равно будет хоть маленькое наказание, но будет. Хоть какая-то неприятность у человека, но будет. Поэтому, ребят, вы, конечно, ну, такой довольно сильный энергетический человек. Многие из вас со способностями, как я уже сказала. Поэтому я бы вам советовала, конечно же, когда вы пребываете, опять же, на эмоциях, в порыве злости особенно, особо фильтруйте, что вы говорите. Попытайтесь еще больше, может быть, думать, что вы говорите, потому что может все сбываться. Как плохое, так и хорошее.
А высшие силы, конечно же, за вас всем отомстят. Вас обижать, ну, никак нельзя. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!